Добрый день! В сегодняшнем видеоуроке мы начнем рассматривать основные законы постоянного тока. Ток, величина и направление которого постоянного времени называют постоянным. На данном рисунке представлен график зависимости тока от времени. И мы видим, что в любой момент времени величина тока одна и та же и представляет собой прямую линию. А теперь перейдем к рассмотрению основных законов постоянного тока. В первую очередь рассмотрим закон Ома для участка цепи. Закон Ома – это основной закон в электротехнике, и он был получен экспериментальным путем и был открыт в 1826 году немецким физиком-экспериментатором Георгом Омом. Проведем такой опыт. Соберем две схемы. Слева схема будет состоять из батареи и лампочки. Схема справа из батареи и двух лампочек, соединенных последовательно. И мы увидим, что на схеме слева одна лампочка будет светить гораздо ярче, чем две последовательно соединенные лампочки на схеме справа. Как это объяснить? На схеме справа две лампочки светят слабее, так как величина тока в цепи уменьшилась, поскольку путь электронов удлинился, и таким образом сопротивление увеличилось. Кроме того, в первом случае напряжение батареи действует целиком на лампочку, а во втором случае оно распределяется между двумя лампочками. Точную зависимость между этими величинами и определяет закон Ома. Закон Ома – это основной закон в электротехнике. Закон Ома определяет связь между величиной тока, напряжения и сопротивления. Применяемо к участку цепи он гласит: величина тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Буквенно мы можем записать так: величина тока равна напряжение, деленное на сопротивление. То есть формула получается такая: ток равен напряжение, деленное на сопротивление. Отсюда напряжение равно ток, умноженное на сопротивление, или сопротивление равно напряжение, деленное на ток. Величина тока И измеряется в амперах. Напряжение У измеряется в вольтах. Сопротивление R измеряется в омах. Основной единицей напряжения является вольт. Более мелкие единицы измерения напряжения – это милливольт, МВ и микровольт, МКВ. 1 вольт равен 1000 милливольт. 1 милливольт равен 1000 микровольт. Можно записать еще так: 1 вольт равен 10 в третьей степени милливольт и равен 10 в шестой степени микровольт. Более крупная единица измерения напряжения – киловольт. 1 киловольт равен 1000 вольт. Основной единицей измерения силы тока является ампер. Более мелкими являются миллиампер и микроампер. 1 ампер равен 1000 миллиампер, 1 миллиампер равен 1000 микроампер. Или можем записать так: 1 ампер равен 10 в третьей степени миллиампер и равен 10 в шестой степени микроампер. А основной единицей измерения сопротивления является Ом. 1 килоом равен 1000 Ом, 1 мегаом равен 1000 килоом и равен 1 миллиону Ом, или можно записать 10 в шестой степени Ом. Если мы хотим применить закон Ома, это относится ко всем формулам в случае, что нет специальной оговорки, величины должны быть выражены основными единицами, и только тогда можно подставлять их в формулу. Например, если величина тока 10 мА, то в формулу подставляем число 0,1 ампера. А если сопротивление 47 кОм, то в формулу подставляем 40
27 тысяч Ом и так далее. Рассмотрим первый пример. Какой величины будет ток, протекающий через сопротивление 50 кОм, если к обоим его концам приложить напряжение 250 вольт? Для начала преобразуем 50 кОм в 50 тысяч Ом. Что мы и сделали. 50 кОм равно 50 тысяч Ом. Используем закон Ома для участка цепи и получаем: ток равен напряжение, деленное на сопротивление, и равно 250 вольт делим на 50 тысяч Ом и получим 0,5 ампера, что равно 5 миллиампер. Рассмотрим второй пример. Напряжение на обоих концах маленькой лампочки равно 3,5 вольтам, а величина протекающего тока 200 миллиампер. Найти сопротивление нити накала в нагретом состоянии. Преобразуем 200 милливольт в 0,2 ампера. 200 миллиампер равно 0,2 ампера. Из закона Ома для участка цепи ток равен напряжение, деленное на сопротивление, следует, что сопротивление равно напряжение, деленное на ток. Подставляем числа и получаем 3,5 вольта делим на 0,2 ампера и равно 17,5 Ом. Рассмотрим данный рисунок. На нем изображена часть электрической цепи. Через резистор R от точки Φ1 к точке Φ2 протекает ток I. На резисторе образуется разность потенциалов Φ1 минус Φ2, то есть происходит падение напряжения U, которое измеряется вольтметром V, подключенным параллельно резистору R. Ток I измеряется амперметром, включенным в разрыв цепи. Поэтому мы можем записать: ток равен в скобках Φ1 минус Φ2 деленное на R и равно U деленное на R. Чтобы лучше уяснить понятие падения напряжения, можно обратиться к такому примеру, как работа водопада. С верхней точки водопада, точки А, вода падает до нижней точки Б. Разница между точкой А и точкой Б является высотой H водопада. Так и разность потенциалов между точками Φ1 и Φ2 называется падением напряжения. То есть H равно А минус Б и аналогично U, то есть напряжение, равно Φ1 минус Φ2. А теперь рассмотрим закон Ома для замкнутой цепи. Закон Ома для замкнутой цепи определяет значение тока в реальной цепи, который зависит не только от сопротивления нагрузки, но и от сопротивления самого источника тока. Другое название этого закона – закон Ома для полной цепи. Рассмотрим смысл закона Ома для замкнутой цепи более подробно. Потребитель электрического тока, например, электрические лампы, вместе с источником тока образуют замкнутую электрическую цепь. На рисунке показана замкнутая электрическая цепь, состоящая из источника ЭДС-Е и нагрузки R. Ток, проходящий через нагрузку R, проходит также и через источник тока. Следовательно, проходя по цепи, ток, кроме сопротивления нагрузки, встретит еще и то сопротивление, которое ему будет оказывать сам источник тока. Если в качестве источника тока возьмем, например, аккумулятор, то это будет сопротивление электролита между пластинами и сопротивление пограничных слоев электролита и пластин. Следовательно, общее сопротивление замкнутой цепи будет складываться из сопротивления нагрузки R и сопротивления источника тока. Сопротивление нагрузки, подсоединенной к источнику тока, принято называть
внешним сопротивлением и обозначается большой буквой R, а сопротивление самого источника тока внутренним сопротивлением. Внутреннее сопротивление обозначается маленькой буквой R нулевое. Согласно закону Ома, сила тока в замкнутой электрической цепи равна отношению ЭДС Е к полному сопротивлению цепи. То есть И равно Е, деленное на R общее, И равно Е, деленное на, в скобках, R плюс R нулевое. Из этой формулы следует, что Е равно И умноженное на скобки, в скобках R плюс R нулевое. Умножаем ток И на сумму в скобках, получаем Е равно И умноженное на R плюс И умноженное на R нулевое. Поэтому И умноженное на R равно Е минус И умноженное на R нулевое. Разность Е минус И R нулевое является напряжением источника электрической энергии, то есть Е минус И R нулевое равно У, или У равно ток, умноженное на сопротивление. Отсюда выводится закон Ома для участка цепи. Ток равен напряжение, деленное на сопротивление. Сопротивление равно напряжение, деленное на ток. И напряжение равно ток, умноженное на сопротивление. Рассмотрим пример. С плоской батарейкой с АДС Е равным 4,5 вольта и внутренним сопротивлением R нулевое равно 5 Ом соединена лампочка, имеющая сопротивление в нагретом состоянии 17,5 Ом. Найти величину тока в цепи. Подставляем данные в формулу закона Ома для замкнутой цепи. Ток равен ЭДС, деленное на R общее, и равно ЭДС, деленное на скобки R плюс R нулевое. Подставляем числа и получаем 4,5 вольта. Делим на сумму 17,5 плюс 5 Ом и получаем 4,5 вольта. Делим на 22,5 Ома, и это равно 0,2 ампера. А сейчас вернемся к первоначальному рисунку. Здесь у нас даны ЭДС Е равное 16,8 вольта. Напряжение на внешней нагрузке У равное 16 вольт. И ток цепи И равный 8 ампер. Нам нужно найти внутреннее сопротивление R нулевое источника питания. Записываем формулу закона Ома для замкнутой цепи. И равно ЭДС, деленное на R общее, и равно ЭДС, деленное на сумму внешнего и внутреннего сопротивления. Отсюда ЭДС равно И умноженное на, в скобках, R плюс R нулевое, и равно И R плюс И R нулевое. Далее находим И R нулевое. И R нулевое равно ЭДС минус И R. И из этой формулы выводим, чему равно у нас R нулевое. А R нулевое равно, в скобках, ЭДС минус И умноженное на R, и делим на ток И. Все значения у нас известны. ЭДС равно 16,8 вольта, ток равен 8 ампер, а ИР равно 16 вольт, так как ИР это и есть напряжение, равное 16 вольт. Подставляем данные в формулу. R нулевое равно Е минус ИР, в скобках, деленное на И, равно 16,8 минус 16 вольт, делим на 8 ампер и получаем 0,8 вольта, делим на 8 ампер
и равно 0,1 ампера. Можно решить эту задачу и по-другому. Сначала найти падение напряжения на внутреннем сопротивлении R0 источника питания, то есть IR0 равно ЭДС минус напряжение на внешней нагрузке. И отсюда R0 равно ЭДС минус напряжение на внешней нагрузке в скобках, деленное на ток. И равно 16,8 вольта минус 16 вольт делим на 8 ампер. И в итоге получаем те же 0,1 Ома. На сегодня все, а продолжение будет в следующем уроке.